Всем привет, с вами канал Дядя Миша, и мы продолжаем играть Car Mechanic Simulator 2021. И у меня тут появилась идейка. Так, во-первых, не обращаем внимания, что у меня мало денег. Их не просто так мало. Сейчас я вам покажу. У меня на парковке хуевая гора машин, как вы можете заметить, которые мы с вами в последующих сериях будем восстанавливать. Да. Вот. И еще у меня появилась идейка, пока я тут ходил по свалочкам, закупал нам машинки на будущие серии. У меня появилась идейка. А что если сделать золотую машину? Представляете? Просто золотая машина. Такая вот. Итак, для этой идейки, для идеи золотой машины, я прикупил вот такую вот гангстерскую машинку, да. Я не знаю, как она в реальной жизни называется, но вот такой вот у нее внешний вид, да. Ну, у нас такая дохленькая вся, да, вот такой движок, да, то есть смотрите, какой движок у нас V8 двухкарбюраторный, да, видите, вот какой у нее штупомбес, блядь, как это называется, я забыл, вы представляете, да. Вот, на 537 лошадиных сил, вы вообще себе представляете? И мы его еще затюняжим, скорее всего, и сделаем золотым. А может, мы не будем его тюняжить и восстановим полностью, но сделаем его золотым, да? В принципе, мы всю тачку сделаем золотой. В данный момент она нихуя не стоит. Так, что мы первым делом сделаем? Давайте переставим ее на подъемник, да, и первым делом мы все отсюда вытащим, для того, чтобы начать работать с нашим золотым двигателем. Давайте поставим на первый, да, вытащить мы, скорее всего, его сейчас не сможем, потому что коробка передач нам мешает. Хорошо, мы сейчас быстренько так, давайте проверим стартер, мешает ли стартер? Боже мой, что происходит? Где я нахожусь? Если стартер отсутствует, все, просто нужно вытащить коробку. Ой, зачем мне спускать? Мне поднять надо. Блин, что-то вчера играл в Hunt Showdown, и мне что-то сенса теперь слишком быстро здесь кажется. Так, давайте снимем коробочку. Конечно, куда же без ВДшечки. Сейчас мы коробку открутим, вытащим двигатель. Я, в общем, все сложил на склад. У меня теперь, видите, ничего нет в инвентаре. Поэтому мы будем здесь, скорее всего... Ой, зачем я сюда полез? Нам же вытащить двигатель. Скорее всего, мы будем покупать все новехенькое. Так, отлично. Двигло мы вытащили. Так, двиглом давайте повесим сразу на кантователь наш. Угу. Так, установить двигатель, да, вот у нас этот движок, пожалуйста, поставьте его, все, отлично, смотрите, какие махина, и мы ее сделаем золотой, вы представляете, и машину покрасим в золотой, такая гангстерская машина будет. Давайте вот быстренько вытащим отсюда предохранители, это, по-моему, вообще единственное, что здесь есть, это один предохранитель и коробочка под предохранители. Помните, мы как-то, я в серии говорил, что вот бачка омывателя, а потом гидробачок, где он, тут его не видно, а вот он. Вот, допустим, вот этого бачка никогда нету. Радиатор иногда бывает. То есть, почему бачок жидкости для гидроусилителя руля и бачок омывателя никогда не присутствуют на старых машинах? Вот, допустим, даже здесь, смотрите. Вот мы ее, по идее, покупали на свалке, но, опять же, отсутствует. Почему? Странно. Так, все, мы здесь все с вами разобрали. Поднимаем нашу машинку. Поднимаем машинку и давайте я быстро разберу всю оставшуюся ходовую часть, потому что я думаю, ребят, я думаю, ходовую часть мы тоже с вами покрасим в золотой. А хули нет? Хули нет, когда да, правильно? Правильно. То есть типа гангстерская машина, все, что мы сможем покрасить в золотой цвет, мы с вами покрасим. Вы вот когда-нибудь видели рычаги, допустим, золотого цвета? Я вот никогда не видел. А теперь мы увидим, потому что нам это позволяет. Игра позволяет это сделать. Поэтому это будет супер гангстерская машина. Просто покрыта золотом. Все, что можно будет покрыть, мы покроем. Вот.
Так, ну давайте, меньше пиздоболия, больше дел, да, быстренько ходовочку с вами разберем, и уже самое интересное, это нам закупить запчасти для двигателя и собрать двигатель в золотом цвете, правильно? Так что давайте быстро разберем. Так, отлично, ребят, мы разобрали всю ходовую часть, что можно было разобрать. Так, у нас есть, у нас нету. Ну всего одно колесо мы с вами всего лишь сняли с этой чудо-машины, просто все. Нам повезло, мы купили машину с одним колесом, нам уже повезло, это уже хорошо, да. Давайте его заберем и пойдем разбирать двигатель. Ну, двигатель тут, конечно, в таком состоянии плачевном, да. То, что мы закупим новые запчасти и соберем. По сути, мы сейчас разбираем двигатель, просто чтобы у нас были запчасти на будущее. Я даже не буду восстанавливать их для этой машины, а мы просто с вами все купим новое, потому что идея покраски двигателя у нас в первую очередь в покраске двигателя. Вот это я пизданул, да? Вот. Поэтому мы его просто разбираем, что сможем починим, что не сможем разберем. Ну, как бы так вот. Давайте быстренько его тоже разберем. Итак, мы с вами разобрали старый двигатель. Быстренько отремонтируем, что сможем отремонтировать. Все остальное продадим там или разберем, что-нибудь такое. Так, по красоте все восстановили, что смогли восстановить. Так, а что-то у нас с тормозами. О, у нас 2 вентилируемых тормозных диска есть. Отлично, хорошо. А кузов мы по-прежнему... мы кузов не разбирали, да? Так, давай, точись, быстрее, 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 еще быстрее. Вот это вот точилка, блядь, тормозов очень долгая, ребят. Очень просто. Прям иногда она меня прям напрягает. Быстрее не вот никак. Ну, представляете, сколько времени потратить, чтобы один диск заточить? Это же капец. Так, давайте, пока там точится тогда. У меня вот на 6-м складе лежит все мое добро, которое у меня есть. Здесь сортировочку быстренько по состоянию сделаем. Так, все. Хорошие запчасти убираем на склад. Они нам пока не нужны. Пусть лежат, отдыхают. Так, конечно же, вот еще один тормозной диск туда засунем, потому что, ну, в будущем, мало ли, все равно пригодится, да. Так, склад 6, все, отлично, убираем на 6-й склад. Закрываем дверки, чтобы никто не спиздил, да. Вот эти вот запчасти, которые у меня есть и которые мы не смогли восстановить, мы их просто... разбираем на металлолом, чтобы у нас были вот эти вот синенькие детальки. В дальнейшем они нам пригодятся. Вы увидите, зачем и почему и вообще для чего. Ну, я так понимаю, вы уже знаете, а не для чего. Я как-то показывал, типа, если взять тюнингованную деталь, то ее можно еще сильнее улучшить благодаря вот этим вот деталькам, да, так сказать. Ну, давайте, чтобы вы не ждали, быстренько переносим вас. Вот я и заканчиваю. Отлично, разобрали все. Так, у нас в инвентаре ничего нету. Отлично, отлично. Я этого и добивался, что мы что смогли отремонтировали, что это. Теперь, что нам потребуется? Для начала нам нужно закупить все, что можно закупить. Так, у нас здесь же еще по кузову всякие детальки стоят. Давайте их тоже снимем, да? Давайте эти детальки тоже сразу разберем. И мы их пустим на запчасти, потому что
Кузовные детали я в любом случае не могу делать. Давайте их уберем, чтобы они нас не беспокоили, да, так сказать. Чтобы я видел весь списочек, и меня ничто... салон, да. Салон мы не можем пока разбирать. Нам надо выбрать функцию разбора салона. Так, здесь фар нету. Все сняли, лобовика нету. Маленькое стеклышко, вот я вижу. Так, давайте теперь разберем салон. У нас есть только заднее сиденье и с руль. Больше ничего у нас тут нету. Давайте проверим, все ли мы сняли. Да, отлично. Мы разобрали абсолютно всю машину. Вот. Теперь нам нужно все это закупить. Итак, для вас прошла секунда, я уже все закупил. Теперь мы отправляемся в покрасочный бокс. Для чего? Для того, чтобы создать наш золотой двигатель. Итак, значит, мы выбираем покрасить детали. Так, у меня тут еще детали старые остались по какой-то причине кузова. Так, сортировать по состоянию. Я их разве не избавился от них? Давайте их тогда продадим. Так, продадим все, что вот ниже 30. Оно все продалось или что-то осталось? Может, что-то там лучше 30? Ой, осталось. Так, давайте продать. Ну, вот сюда куда-нибудь сделаем. Все. Я думаю, все детали кузова продались. Так, на самом деле хреново, что у меня есть детали кузова, потому что мы сейчас будем мучиться, все время их пролистывать. Давайте тогда нашу... режим монтажа. Давайте тогда оденем все эти кузовные детали, чтобы они у нас в инвентаре не лежали и не мешались. Я тут тюняженные еще купил передний бампер, там фары какие-то. Короче, затюняжили, да. И капот, видите, у нас с дыркой. Для того, чтобы наш воздухосборник выходил. Давайте сейчас быстренько все это оденем, чтобы не мешало нам в инвентаре. Да? Так. Так, багажничек. Вот задние фары тоже типа тюняженные. Они выглядят как передние. Так, задний номерной знак у меня имеется. Я решил купить невадовские номера. Так, фара. Вон, видели, у меня еще фара есть, еще одна. Так, стекла. Заднее стекло поставил? Ага, не поставил. Все, ставим. И... правое зеркало. Так, вроде все воткнули. Давайте пройдемся еще раз проверим. Вот передний номерной знак. Тоже невадовский. Все, отлично. Вроде все поставили. Хорошо. Теперь идем в покрасочный бокс, чтобы покрасить наши детали, да? Так, здесь уже дверца открыта, ждет нас. Итак, выбираем. Итак, первым делом давайте блок цилиндров покрасим. И покрасим мы с вами его... в золотой, не металлик, наверное, а хром. Ну, плохо видно, что это, конечно, золотой цвет. Но, в принципе, вот по этой штучке вроде золотой, да? А в каких других цветах? Ну, это вообще не золотой, это тем более тоже не похоже. Хамелеон чем-то похож. Ладно, давайте такое темное золото, да? Ну, не знаю, пусть будет так. Хорошо, давайте красим. Что у нас еще есть для покраски? Вентилятор радиатора. Тоже выберем золотой хром. Во. Ну, не особо похоже на золото, но будем считать, что это золото, да? Что еще? Ну, рычаги пока не будем красить. Так, воздухосборник обязательно красим. Точно так же выбираем этот цвет. Видите, металлик какой-то желтый, матовый, сильно желтый, перламутровый и хамелеон. Вот, видите, хром, то есть он у нас прям под цвет золота. Отлично, хорошо. Красим в золото. Прям вот хорошо это смотрится, золотая часть, да? Так, что у нас еще есть? Впускной коллектор, естественно, мы также красим. Так, также мы выбираем хром. Отлично. То есть у нас выбрали желтый цвет и выбрали хром. И типа это у нас золото, да? Давайте следующие детальки. Также в хром. Желтый. Красим. Хреново видно, что это, конечно, вот на той детальке прям золото-золото было, да?
А на этих детальках что-то оно какое-то не золотое, да? Ну, давайте покрасим. Ладно, посмотрим, как это уже будет все выглядеть на машине. Так, а диски? Диски можно покрасить? Вот они же у нас типа хромированные вообще. И есть ли смысл красить их в золото? Ой, смотрите, а. Лепота. Золотые диски. Давайте тоже диски покрасим. Отлично. Что у нас идет после дисков? Так, ароматизаторы, задний мост. Катушка зажигания стоит на двигателе, поэтому мы ее тоже покрасим. Ну тут типа... Ну, типа не особо она красится. Ладно, покрасим. Так и быть. Так и быть. Покрасим катушечку зажигания. Пусть будет такого мерзкого цвета, но типа золото. Так, коробку. Давайте коробку тоже на двигатель цепляется. Тоже покрасим. Смотрите, золотая коробка передач. Вы представляете? Вы видели когда-нибудь золотую коробку передач? Теперь вы увидели. Красим. Хорошо, отлично. Так, дальше. Что у нас еще есть для покраски? Блок предохранителей. Так, головки. Головки. Ой, ну крышки головки. Да, вот, все, отлично. Красим. Тоже такие цвета золота, да. И вторую тоже покрасим. Отлично. Так, хром, желтый и красим. Отлично, у нас вообще, ну реально, прям золотой двигатель будет. Так, крышка ГРМ давайте тоже в золото красим. Так, хром. Вот, смотрите, она тоже как золото выглядит. Отлично, красим. Красота неописанная. Так, хорошо, отлично. Теперь крышка распределения зажигания, да, вот следующая запчасть. Давайте попробуем ее тоже покрасить. Ну, блин, она вообще как-то стрёмно выглядит. Ну ладно, хорошо, пусть тоже будет такого. Она на блевотный цвет больше похожа, чем на золото, но ничего страшного. Пусть будет, как говорится. Так, что еще мы можем? Так, это вот масляный поддон давайте еще покрасим. Тоже выбираем такой цвет. Ну, отлично, красота, красота. Прям реально. Реально будет золотой двигатель. А дальше, что мы еще? Масляной фильтр. Мы можем покрасить даже масляной фильтр. Хорошо, давайте вот. Ну, ладно, ее даже не видно будет, что она золотого, потому что вот эта верхняя часть будет внутри, да. Ну, ничего страшного. Сделаем вид, что зато мы знаем. Так, что она золотого цвета. Насос гидроусилителя руля. Вот тоже, смотрите. Ля пуля. Давайте красим ее. Отлично. Так, что мы еще можем покрасить, да, с вами? Давайте посмотрим. Так, это все ходу. Ох, мы даже провода зажигания можем покрасить. Представляете? Ну, давайте выберем. О, смотрите, у нас провода зажигания прям золотые получились. Хорошо. Неплохо, неплохо, красиво. Все четко, все красиво. Так, дальше. Что мы еще можем покрасить? Распределитель зажигания. Отлично, давайте тоже дунем его. Так, раз. Ой, тоже такой. Ну, такой необычный цвет получился. Хорошо, тоже красим. Конечно же, у нас золотой двигатель. Все должно быть покрашено в цвет золота. Дальше стартер. Даже стартер можем покрасить. Давайте тоже его в хром. Желтенький, смотрите, золотой стартер. Вы представляете? Вот это да, вот это мы все. Но, скорее всего, это будет покрытие золотом, потому что если бы деталь сама состояла из золота, то золото довольно-таки мягкий металл, и всему бы пиздец пришел бы уже давно, да. Так, вот мы еще фильтр топливный покрасили. Что мы еще можем покрасить? Давайте посмотрим. Так, тормозные суппорт. Ну хомутики давайте тоже дунем в золотой цвет. Так, выберем золото. Они хоть выглядят как золотые? Ну, что-то приближенное есть. Хорошо. Что-то приближенное есть. Так, ну получается, все, что мы смогли покрасить касательно двигателя, мы вроде как покрасили. Сейчас мы с вами еще разок перепроверим. Так, отлично, последний хомутик. И давайте же проверим. Так, что у нас тут еще по двигателю может быть не покрашено, да? Так, это все ходовочка.
Это ходовка. Так, это мы покрасили. Отлично. Ой, а что, 2 раза перелистнул? Нет, показалось. Звук такой, как будто 2 раза переэтовал. Так, здесь все. Ходовочка у нас не крашена. Да, мы ее потом покрасим. С вами определимся, в какой цвет и как. Так, отлично. По двигателю мы все покрасили. Все, что смогли покрасить, мы покрасили. И идем его, собственно говоря, собирать. Да? Давайте сразу пройдемся к нашему кантователю. Так, вот у нас тут горит уже двигатель. Сборочку и первым делом блок цилиндров. О, красота! Красота! Хорошо, давайте коленвал поставим. Что мы еще? Поршни я купил сразу, кстати, как вы видите, тюняженные. Решил взять тюняженные поршни. Думаю, ну ладно уж. Тут и так 500 кобыл, хоть чуть-чуть еще нарастим, так сказать, да? Давайте все это быстренько соберем с вами. Итак, теперь мы это все закроем нашим поддоном Ой, красота! Смотрите, ну поддон прям красиво смотрится, золотого цвета, да? Давайте все это закроем. Сразу вот масляной фильтр наш поставим. Ну, он такого не золотого цвета, немного отличается, да? Так, кантователь, давайте мне повернем двигатель. Не, ну смотрите, а? Неплохо смотрится, в принципе, да? Как вы считаете? Я считаю, смотрится даже не неплохо, а заебись. Так, давайте наш маховичок. Сцепление, конечно же. Потом корзинку. Прикрутим ее. Раз, раз, раз. А знаете, что я подумал? Что мы, наверное, разоримся на болтах. Мы же иногда снимаем старые ржавые болты. Оставим всегда новые. Ну вот как так? Ох, смотрите, красота какая, а? Давайте головки поставим. Головки же у нас тоже... Ух! Ништяк вообще, ребят, вы это видите? Красота, красота. Как говорят американцы, о май гад. Это же о май гад. Давайте еще одну головочку поставим. Ну просто шедевр. Просто золотой двигатель. Вы представляете, а? Какая красотень. Мне уж хочется быстрее его собрать, чтобы прям понаблюдать, как это все будет смотреться в сборе, да. Свечки я тоже прикупил тюняженные. Думаю, а что нет-то, когда, да, быстренько их купил. Что тут, получается, выпускной коллектор у нас, и все уже. С этой стороны все закончено, что ли? Угу. Так, отлично. Нет, ну вы посмотрите на эту красоту. Смотрите, он даже еще не полностью в сборе, он уже выглядит обалденно. Что скажете, а, ребят? Мне кажется, вообще охрененно выглядит. Так, давайте тогда... нет, вот эту часть мы, потому что нам мешать потом будет. Давайте распределитель зажигания поставим. Ротор. И крышечку, которая у нас, кстати, отличается по цвету. Вот она, такого говнистого цвета. Но ничего страшного, ничего страшного. Так, хомутик, ты что здесь спрятался? Раз. Все, смотрите, красотень, красотень. Давайте здесь, наверное, сразу закроем, потому что у нас там тоже есть красивая деталь. А именно крышка ГРМа. Давайте ее оденем. О, вот это уже похоже на золото, да? Смотрите, красота какая. Ну просто шикарно. Так, вот здесь вот даже смотрите, цвет металла, да, металлические детали, они смотрятся просто обалденно. На золотом цвете они смотрятся просто обалденно. Так, генераторы. Ну, генератор мы покрасить не смогли. Но, в принципе, здесь, смотрите, смотрится неплохо, да. Давайте здесь тогда уже поставим. О, мы же еще здесь топливный фильтр красили. Ай, красота-то какая. Ребят, это... Я прям... У меня, знаете, я собираю двигатель, у меня прям глаз радуется. Насколько все красиво. Просто у нас четко получается.
Это мы сейчас все еще поставим на машинку. Представляете, какая это будет красота. Просто. Быстрее нужно собирать, ребят, быстрее. Так, здесь. Мы уже даже свечи можем поставить. Эти провода зажигания, кстати, у нас тоже золотые. Смотрите. Ух, как она выглядит. Прям вот, слушайте, мне настолько понравилось заниматься покраской двигателя. Так что мы с вами еще, скорее всего, что-то в этом роде будем делать. Потому что прям вот, ну, красота получается. Прям красота. Мне очень нравится. Так, давайте все эти толкатели запихаем. Вот единственное, V8 старый двигатель, да. И что мне здесь не нравится, что вот приходится, вот, вы представляете, да, на каждый поршень коромысла клапана идет 2 штуки и 2 толкателя. Вы представляете, вот это вот самое такое вот, что мерзопакостное, что можно собирать, это вот эти вот толкатели и коромысла вот этих клапанов. Мерзопакостная такая работа, она долгая, надоедливая и вообще меня раздражает. Так, все, отлично, крышечку ставим. Ух, ребят, ну это... Я бы сказал, но не могу такое сказать, потому что это будет, ну, некрасиво. Я по-другому скажу. Это охуенно выглядит. Вот как я скажу. Так я могу сказать. Так, а что это такое? Катушка зажигания, смотрите, у нас тут затерялась. Потерялась я. Так, давайте, толкатели. Прикиньте, можно было бы еще толкатели покрасить и... коромыслы клапанов, вот эти вот, блять, коромысл. Ладно, и можно было бы, если покрасить вот эти вот толкатели и коромысла клапана в золотой. Ну хотя, зачем? Мы же не видим эти детали, да? По сути, нам игра уже изначально дает красить те детали, которые мы с вами видим. То есть, видите, по сути, которые детали мы не видим, он и не дает нам покрасить. А это, кстати, круто. То есть, мы бы так вот типа, коромыслы бы, блин, покрасили, а толку мы же их не видим. Правильно? Так что здесь молодцы, молодцы. Правильно продумали механику. То есть мы можем красить только те детали, которые мы реально видим. А какие не видим, а что и смысл их красить? Мы же их все равно не видим. Мы только их увидим при сборке или разборке двигателя. Так, отлично, давайте вторую крышечку ставим. Шикардос, просто обалденно. Мне очень нравится. Круто выглядит. Очень круто. Провода особенно, вы посмотрите, они прям такого... Прям реально золото, вы представляете? Провода из золота. Так, давайте вот уже. Я совсем забыл, мы же его тоже покрасили. Смотрите, красотень-то какая. Так, нагнетатель. Нагнетатель мы красили? Нет, нагнетатель, ну блин. Вот если бы еще и нагнетатель был бы покрашен, вообще был, представляете? Просто целиком двигатель из золота. Так, давайте установим карбюраторы. Карбюраторы у нас такое чувство, что хромированные. Или мне кажется так. Ну, похоже, что хромированные. Ну, почему-то такой металл у них напоминает мне хром. Так. И у нас идет воздухозапорник. Он у нас, кстати... Ребят, вы посмотрите, это просто секси. Просто. У меня нет слов. Так, а здесь же еще ремень должен стоять. Точно, смотрите. Правильно, еще ремешок. Вот еще один ремешок. Отлично. Еще же вентилятор, и он у нас тоже золотенного цвета. Ну, он такого какого-то не очень золотого, но в целом двигатель выглядит просто обалденно. Как вы считаете? Это заслуживает лайка? Я думаю, заслуживает. Просто красота. Так, а давайте мы его теперь засунем в машину. Да ё-моё. Так, антователь. Снять двигатель. Все, отлично. Нам нужен наш кран для двигателя. Так, на первый подъемничек. Капот откроем. Вот. И установим двигатель. Вот он у нас собранный. Отлично.
Слушайте, ну это выглядит обалденно. Так, давайте уберем отсюда, посмотрим. Слушайте, ну круто выглядит, да? Представляете, да, на ржавой такой машине. Ох, смотрите, у нас золотая часть высвечивается просто. Классно, классно, ребят, мы потом из этого такое чудо-юдо сделаем. Вообще. Красота. Ребят, но если мы продолжим, это будет слишком длинная серия, да? Так что давайте эту машину мы закончим с вами в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр и всем пока.